Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить белую и цветную ПП-глазурь, которая отлично подходит для росписи пряников. В классической глазури смешивается сырой белок и очень много сахара. В моей глазури совсем другой состав. Эту глазурь мы будем использовать в торте «Пряничный домик». А также скоро выйдет видео 9 видов печенья из одного теста, где я покажу еще варианты росписи этой глазурью. Друзья, я также готовлю для вас видео с рецептом вкуснейшего торта Орео в ПП-версии. Я сделала для вас этот рецепт максимально простым и быстрым в приготовлении. Этот торт сочетает в себе лучшее от торта пломбир и печенья Орео. Это видео выйдет уже совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Для глазури нам понадобится 120 грамм молока. Насыпаем в него все сухие ингредиенты, кроме желатина. Это 25 грамм сухого молока, 25 грамм протеина. Эти два ингредиента взаимозаменяемые, и их количество можно уменьшить в 2 раза на ваш вкус. 10 грамм кокосовой муки, 10 грамм рисовой муки и 5 грамм подсластителя. Тщательно размешиваем. Кокосовая мука здесь скорее для вкуса и аромата. Ее можно вообще не класть, уменьшив тем самым калорийность. Рисовая создает густоту. Ее лучше не заменять и не уменьшать, если вы планируете использовать глазурь для росписи пряников. Все промешали, теперь отправляем глазурь на плиту и доводим до кипения. Масса очень быстро густеет. В горячую массу отправляем заранее замоченный желатин. 8 грамм желатина в 50 граммах воды или молока. Тщательно размешиваем до полного растворения желатина. В горячей массе он быстро расходится. Вот такая приятная консистенция получается. Глазурь уже не совсем жидкая, это позволяет нам формировать красивый рисунок на пряниках, а при охлаждении полностью застывает. Перекладываем нужное количество глазури в кондитерский мешок. Если вдруг у вас остались комочки, то обязательно переливайте глазурь через сито, иначе будут сложности с выдавливанием глазури через маленькое отверстие в мешке, и рисунок получится неровный. В оставшуюся глазурь я добавляю натуральный краситель. Это синий чай матча. Пропорции я напишу вам в описании под видео. Вот такой яркий синий у нас получился. Перекладываем в кондитерский мешок. Глазури готовы. Использовать их можно будет, когда их температура достигнет 40 градусов Цельсия, то есть очень скоро. Расписывать можно любое печенье. Имбирное печенье или пряники. Я оставлю вам в описании под видео ссылку на мой плейлист ПП печенье. И даже надписи на торте получатся прекрасно с такой глазурью. Конечно, для такой глазури важна правильная температура при нанесении. Начинаем наносить примерно при 40 градусах Цельсия. В этот момент она уже не будет растекаться. Особенно легко наносить на холодное печенье. Глазурь схватывается буквально сразу. Чем тоньше линию вы хотите получить, тем тоньше нужно сделать отверстие в кондитерском мешке. У меня отверстие не больше 1 мм. Но если что-то вдруг вышло неровно, то легко можно подкорректировать зубочисткой. Из моих личных лайфхаков при нанесении рисунка очень важно хорошо установить руку на стол. А чтобы рисунок получался ровнее, я придерживаю руку второй рукой. И можно вторым цветом заполнить все промежутки. Вот такая красота получается. Точно такие же снежинки можно расписать обратным способом. И так получается красиво. Честно говоря, я совсем не мастер нанесения аккуратных рисунков, но занятие это оказалось очень увлекательным. Рабочая температура этой глазури 35-40 градусов Цельсия. Если она у вас остыла и начала выдавливаться плотной колбаской, то нужно немного нагреть. Но такого обычно не случается, потому что во время росписи вы держите глазурь в теплых руках. При этом, если у вас в помещении не жарко, то глазурь прекрасно застывает. Готовый пряник легко можно взять в руки, ничего не прилипнет. Если же дома жарковато, остудите пряники в холодильнике перед подачей.
Храним такие пряники тоже в холодильнике в закрытой коробке, чтобы глазурь не заветрилась. А лучше не хранить, а делать прямо в день подачи. Так цвета будут максимально насыщенными. А вот саму глазурь в кондитерском мешке легко можно хранить в холодильнике 3 суток, либо в морозилке 3 месяца. Перед использованием просто прогрейте ее до 40 градусов Цельсия прямо в кондитерском мешке. Вот такие красивые прянички получаются. Какой формы приготовить пряники и как их раскрасить, вам подскажет ваша фантазия. Но они точно понравятся детям. Вот такие снежинки создадут новогоднее настроение и украсят любой зимний день. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!